Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Я злостно агитирую за пометку не для слабонервных на их взгляды здесь, ибо что происходит? Девятое место. Самое удобное место в мире. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть каналы на Бусти и в Телеграм, на которые вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Один из самых романтичных моментов. Чангук и Тэхён пытались поймать листочек в виде сердца, но у судьбы был план лучше. Комментарий не фаната. Мне не нравится К-поп, но это безумие. Вы в курсе, как редко такое случается? Бумага была в форме сердца. Длинноногий парень сделал движение, даже не глядя. Идеальный тайминг. Романтическая песня. Листок приземлился прямо между их рук, чтобы соединить. Это не совпадение, они суждены быть вместе. Седьмое место. Профессионализм Тэхёна. Не косячить в хореографии, пока все, о чем он может думать, полуголый Чангук. Шестое место. Поведение пары. Теперь понятно, почему Чангук выбрал Тэхён в качестве своего безопасного места. Все мы знаем их тайну. Как же он на него смотрит? Пятое место. Давайте снова вернемся к этому моменту, ибо он меня и вправду не отпускает. То, как Чангук поднимает Тэхёна, почти не прилагая усилий, то, как буквально за ним попрыгал в сторону, это бесконечное веселье, которое они испытывают, находясь возле живой публики, и то, как они с мембером, отдавая всех себя этим концертам, разве это не прекрасно?
4 место. Забота. Помните, как Чангук переживал, когда у Тэхёна была травмирована нога, и подбадривал его? Чангук сказал: «Работай только верхней частью тела, хорошо». 준비됐어요? 상체만 열심히 해주세요. 준비됐어요? 상체만 열심히 해주세요. 3 место. Новости. Семья Вуга внесена в список «Закрытый клуб знаменитостей», в который хочется вступить, даже заплатив членский взнос, по версии Вумандонга. Звезды, которые объединились благодаря одному возрасту, похожим чувствам или единой цели. Во-первых, меня делают бешеным его блестящие сапоги. Во-вторых, почему он такой слей? Этот образ — Тэхён. 9 лет назад Тэхён вылетел в Японию. Какие шикарные образы Тэхёна! Пик-бой рассказал на Накс Радио о Golden Listening Party Чангука. Самым запоминающимся для меня было выступление для Чангука на открытии его вечеринки. Это было мероприятие, которое организовал сам Чангук, пригласив своих друзей. Я посетил ивент Calvin Klein в Японии, и по стечению обстоятельств Чангук оказался там вместе со мной. После мероприятия, когда мы ужинали, Чангук спросил меня: «У меня будет вечеринка, не мог бы ты поработать диджеем?» Я ответил: «Конечно, конечно, но почему ты пригласил меня на роль диджея?» Оказалось, что он уже где-то видел, как я диджеил. Я сказал: «Хорошо, я позвоню нескольким людям», и взял с собой Хёсона и Дау. Я точно не помню, когда это было, но вроде мы где-то тусили вместе, и я был диджеем. Судя по всему, Чангук был там в то время и запомнил. На пати все были очень нарядными. Дресс-код был черно-золотой. Хёсон даже выкрасил свои волосы в золотистый цвет. Я отлично провел время в тот день. Что было забавно, я был очень удивлен, но на вечеринке были знаменитости, встретить которых непросто, мне даже хотелось взять парочку автографов. Это было закрытое частное мероприятие. Я помню, что довольно много выпил в тот день. В любом случае, было очень весело. Начнем этот день с бесконечной нежности. Оказывается, сегодня по всему миру отмечают День тату. Предлагаю в честь этого устроить день поклонения татуировкам Чангука.
Желаю каждому того же, что между ними. А я напомню вам о значении тату Чонгука, указывает на костяшки пальцев. Армия – это первая татуировка, которую я сделал. Для меня армия – это люди, в которых я уверен, сила, которая движет мной, я так вами горжусь. Поэтому я подумал, что нет смысла делать эту татуировку на той части тела, которая не будет видна. Сверху над буквой «А» я набил корону. Это смайлик, который мне просто нравится, а сердце должно быть фиолетовым, но оно выцвело. Вот это дата моего приезда в Сеул, дальше цветок моего дня рождения и надпись «Пожалуйста, любите меня». А вот эти часы показывают время, когда я родился. От этих часов нить, которая связана с микрофоном. Это значит, что я родился с уготованной мне судьбой – быть певцом. Изначально у меня было тату на этом месте, я сделал его, когда ездил в США. На съемке клипа «Он». Но этот опыт был неудачным для меня. Набивать тату было очень больно. После этого моя рука воспалилась. Мне вообще казалось, что она гниет. После всего этого я прикрыл эту часть облаком и татуировкой глаза. Но было много людей, которые его буквально ненавидели. Значение, которое я вложил в него, заключалось в том, что я всегда должен быть осторожен в своих действиях. Сам рисунок глаза мне не был виден на моем теле, но он всегда открыт и словно бдит. Это значит, что люди наблюдают за мной при любых обстоятельствах. Но теперь я изменил его на пуленепробиваемый. А еще есть H, Y, H, самый красивый момент в жизни, и Дэнчион. Честно говоря, у меня есть некоторые сожаления. Я имею в виду, что мне не нужно было доводить свою руку до такого уровня. Но я позаботился об этом, ведь не люблю сожалеть о прошлом. Чонгук также рассказал о тату со змеей. Здесь была татуировка Геон, небеса, но и тут нашлись люди, которым она не понравилась. Я прикрыл ее змеей. Она символ роста, развития над собой, ведь сбрасывает кожу, словно обновляясь. Из интервью Чонгука журналу Vogue Japan. Я думаю, что это самое прекрасное время в моей жизни, и сейчас я сияю ярче всех. Когда моя мама была беременна мной, ей приснился сон о золоте. В слове «золотой» тоже есть слова «голд» – «золото». Поэтому я думаю, что сейчас моя золотая эра. Думаю, что дело в таланте, который я унаследовал от своих родителей. Эта разница сбивает с ног. В Корее такую позу с фото называют man legs, дословно «вежливые ноги». Высокие люди широко расставляют ноги и таким образом визуально становятся ниже, чтобы ребятам с небольшим ростом, которые работают с ними, было проще делать прически, макияж или просто сниматься. Ему так идет улыбаться.
Хасок зажигает сцену и искренне благодарит BTS за впечатляющий первый сольный тур. Волнующееся море красной ткани, пульсирующее светом, растущее вверх, к крыше All State Arena, пока в центре не появляется фигура. Рэпер BTS, одетый в красную кожу и украшенный стразами, стоит в одиночестве перед микрофоном. Несмотря на то, что выступление на таком масштабном концерте в одиночку – это огромный шаг для него как солиста, поскольку он стоит один в центре сцены, он по-прежнему представляется как Хасок из BTS. От начала и до конца сет-лист Хасока посвящен его корням, как в BTS, так и тогда, когда он получал признание как уличный танцор-подросток, и тому, что обещает быть многообещающим будущим, в том числе, когда группа воссоединится после завершения военной службы в Южной Корее в июне. Вот в этом весь Тэхён. Преображение мгновенное, от мими-милашки до секси-боя. История песни Winter Ahead, озвученная на Nax Radio. Ведущий спроси, как вам работалось с Тэхёном и Пак Хешином над песней Winter Ahead? Хёсон ответил, это долгая история. Где-то 4 года назад я заметил пропущенный звонок с неизвестного номера и звонок от Пикбой. Когда я перезвонил на незнакомый номер, это оказался Вихён. Он сказал, что хотел бы получить от меня несколько песен, к счастью, они ему понравились. После этого я выслал демо-версию Winter Ahead, но она не была включена в его альбом. Изначально эта песня должна была выйти на Рождество, но Хёшин Хён сказал, что это будет слишком поздно, и ее следует выпустить где-то в ноябре, чтобы она могла стать сезонной и звучала на протяжении всей зимы. Поэтому в итоге ее выпустили в ноябре. Пикбой ответил, у меня был опыт работы с Тэхёном ранее. В то время он хотел, чтобы я порекомендовал ему продюсера, поэтому я представил ему Хёсона. Поскольку Тэхён очень любит джаз, а Хёсон тоже является поклонником этого стиля, я подумал, что они сработаются. В итоге Тэхён был благодарен мне за то, что я познакомил его с Хёсоном, ведь он оказался очень добрым и хорошо разбирался в музыке. После этого началась их совместная работа. Ведущий спросил, значит, работа над Winter Ahead была в какой-то степени уже завершена, прежде как Хёшин принял участие в записи. Хёсон ответил, изначально это была сольная песня Тэхёна, а для совместного дуэта была предназначена вообще другая песня. Но так как работа над ней продвигалась медленно, они в итоге спели Winter Ahead. Тэхён снял музыкальное видео для Winter Ahead в качестве сольного исполнителя, но после совместного обсуждения было решено выпустить клип как сольный, а песню и кинематографический клип были дополнительно доработаны и выпущены. График был настолько плотным, что мы работали до рассвета в спешке. Но изначально, да, это была сольная песня. Пикбой спросил, как и ожидалось, вы вложили в песню много усилий. Хёсон ответил, очень много. Мы даже дважды делали мастеринг микса. Сперва мы готовили трек для североамериканского релиза и сделали мастеринг с ним. Затем финальный микс был отменен, и нам в срочном порядке пришлось сменить звукорежиссеров. Мы доводили его до ума 2 месяца. В конечном итоге звукорежиссером стал Спайк, который ранее уже работал с BTS, но были проблемы в коммуникации из-за разницы во времени, что затрудняло работу. К тому же, это был период, когда Хёшин работал над своим синглом, но нам удалось все закончить и выпустить песню. Тот, кто даже в самое темное время способен вызвать улыбку.
По данным БИС Ханкук, у Чангука украли акции Hype. Преступник воспользовался военной службой Чангука, переведя 33 500 акций Hype на новый счет и продав 500 из них третьему лицу. Инцидент произошел 6 января 2024 года, когда Чангук проходил базовую военную подготовку после зачисления. Предположительно, преступник открыл 3 несанкционированных счета ценных бумаг на имя Чангука, используя их для перевода и продажи акций без его согласия. В марте 2024 года Чангук подал гражданский иск против третьей стороны, купившей 500 акций, требуя их возврата. В феврале 2025 года Сеульский западный окружной суд постановил, что не было никакого правового договора о передаче акций, и Чангук явно стал жертвой кражи личных данных, постановив, чтобы третья сторона вернула акции. Третья сторона утверждала, что приобрела акции добросовестно, но суд отклонил это требование. Суд постановил, что третья сторона проявила халатность, проведя сделку без проверки личности акционера. Третья сторона обжаловали решение суда, но отозвали свою апелляцию в марте 2025 года, признав решение окончательным. Однако настоящий преступник, который взломал счета Чангука, до сих пор не установлен. Учитывая, что он имел доступ к финансовым счетам Чангука, его удостоверению личности и банковским паролям, есть предположение, что в этом мог быть замешан кто-то из его близкого окружения. Представитель компании по ценным бумагам прокомментировал: «Похоже, преступник знал всю финансовую информацию о Чангуке». Были также попытки перевести наличные, а не только акции. Агентство Чангука Big Hit осведомлено о ситуации и принимает меры. Они заявили: как только компания и артист узнали об этом преступлении, мы немедленно приняли меры, включая заморозку затронутых аккаунтов и восстановление первоначального права собственности, чтобы предотвратить возможный ущерб. Помимо судебных исков, мы также усилили меры безопасности, связанные с личной информацией артиста, чтобы предотвратить повторение. Эмоционально привязан к этому видео с Чангуком. Ну вы только посмотрите на его глазки. Статья «Снова ели барбекю?» Чангук и Мингю были замечены в ресторане во время отпуска Чангука. Одна из вещей, которая выделяется в их дружбе, это их общая любовь к корейскому барбекю. Два айдола не раз были замечены отдыхающими в популярных ресторанах барбекю и наслаждающимися своими любимыми блюдами на гриле перед зачислением Чангука в армию. Совсем недавно дуэт снова был замечен в BBQ-ресторане в Итевоне во время отпуска Чангука, что вызвало веселье среди поклонников. Неизменная любовь двух айдолов к корейскому барбекю вновь привлекла внимание в сети, и фанаты нашли их вылазку забавной и очаровательной. Пользователи сети прокомментировали в Инстис: Чангук и Мингю снова были замечены вместе. Опять в ресторане барбекю, лол. Серьезно, каждый раз, когда Чангук и Мингю встречаются, это всегда происходит в барбекю. Каждый раз их видят в мясном ресторане. Должно быть, они оба очень хорошо едят, лол. Это так забавно. Мне следовало открыть ресторан барбекю. Ох, они ходили туда во время отпуска. Эти гиганты, любящие поесть, ха-ха. Я увидел заголовок и подумал, они снова ели барбекю. И, конечно, так и есть. Если я открою BBQ-ресторан, то, возможно, увижу их хотя бы раз. Интересно, в какой ресторан они пошли на этот раз. Они такие хорошие едоки, лол. Мне нравится, что они всегда ходят есть мясо. Вот это взгляд.
Типографические портреты BTS были представлены на ярмарке 2025 Unknown Vibe Art Fair. Южнокорейский художник Хван Бён Пиль, известный своими работами в жанре каллиграфии и искусства письма, создал уникальные типографические портреты ребят, используя строки из их песен для передачи художественного образа. Эти работы выставлены на ярмарке 2025 Unknown Vibe Art Fair, проходящей в отеле The Hill Сеул до 23 марта. Однажды Чангук сказал: «Я был бы хорошей домохозяйкой». С фактами никто не спорит. Это всегда ты. Второе место. Это так интимно. Не может оторваться от созерцания своего прекрасного парня. Голова Тэхёна не дает покоя Чангуку. Первое место. Кто-то ревнует. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.